Козероги, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим октябрь 2024 года. Анализируем, что вас ожидает и каковым будет данный месяц, какие перемены он вам принесет и в целом, чем вас порадует. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Мы с вами приступаем. Основные энергии, работа, финансы, здоровье, личная жизнь, рекомендации от карт. Основные энергии месяца. У вас девятка жезлов. Это аркан защищенности. Это ситуация, когда вы пытаетесь абстрагироваться от тех факторов, которые, может быть, негативно на вас влияют. Это в какой-то степени может быть уединение. Чем-то эта карта схожа на отшельника, побыть интровертом, закрыться, видите, в своей нише, в своей ложе. Но вместе с тем это карта защиты. Защиты энергетической, защиты моральной, ментальной, восстановление состояния здоровья. Или просто в какой-то степени у кого-то будет небольшой отдых, почивание на лаврах, если вы проделали колоссальный труд в плане работы, заработка или укрепления отношений. Давайте с вами посмотрим и проанализируем, о чем говорит данный аркан. Девятка жезлов и тройка жезлов. В связке эти карты показывают о том, что вы для себя, наладили новую цепочку. Сейчас объясню. Касается это в первую очередь тех, у кого, возможно, бизнес идет в нише интернет, на социальных площадках или там в YouTube, потому что девятка жезлов и тройка жезлов — это алгоритмы, которые позволяют к вам привлекать клиентскую базу, новые контакты, новые знакомства, то есть расширять поле деятельности. И как мы видим по дну колоды, туз монет. Это позволит вам существенно заработать. На бытовом аспекте, опять же, круг новых знакомых, новых, так сказать, идеологов, которые согласны с вами по каким-то вопросам, ощущать себя защищенными, видеть эту поддержку, чувствовать ее. И более того, новое окружение, которое позволяет вам увидеть то, что вы не видели ранее. То есть что-то подсказали, направили, помогли выйти из сложного вопроса, из сложной ситуации. То есть, иными словами, это как поддержка, которая для вас будет крайне важна в рамках этого месяца. Работа. Работа у вас здесь ложится аркан Луна. С одной стороны, это могут быть изменения в самом графике, из серии там сутки через трое или работа в ночную смену. У кого-то сокращение часов, у кого-то увеличение, у каждого по-разному, потому что Луна — это сам график и условия труда, которые меняются. Это может быть как на ограниченный период времени, на месяц, может быть и на более длительный. Но факт остается фактом. Это влияет в первую очередь на вашу оценку ситуации, на какие-то переживания, на адаптацию к новому положению вещей, но тем не менее. Посмотрим с вами, о чем говорит данный аркан относительно вопросов работы для тех, кто сейчас не может работать по ряду причин. Луна — четверка монет. Это надеяться на свои ресурсы, это вопросы экономии, это ситуация. Не могу сказать, что вы там считаете копейки, это не так. Но, тем не менее, не позволяйте себе шиковать. В плане новых источников дохода, так как дно колоды двойка чаш, а здесь Луна, это максимум родственные связи, которые вам позволяют держаться на плаву. Если оценивать ситуацию для соискателей, Луна и сила — это в рамках месяца найти работу. Но опять же, сила за счет помощи и поддержки извне. То есть ваши знакомые или ваш круг общения. Для тех, кто является наемным сотрудником, Луна и влюбленные. Ну, во-первых, может быть продвижение благодаря содействию со стороны вышестоящего руководства, но по Луне тогда оно будет как бы сокрыто. И еще Луна и влюбленные для кого-то может отыграться как формат тайных отношений на работе, а для некоторых это как переживания и страхи, которые могут вас толкать на поиск альтернативного вида деятельности, на новую вакансию. Потому что здесь или предвидя, или предвкушая, потому что Луна — это ваша интуиция. То есть страхи все равно, которые чем-то подкреплены. Исходя из этого, будете искать для себя более продуктивное место. Для тех, кто владеет собственным делом. Луна и колесница – это вопросы расширения, масштабирования вашего дела. Это ситуация, когда вы можете осваивать новые рынки или для себя новые площадки, которые вы ранее не использовали в интернет. То есть прощупывать почву, пытаться вывести свой товар или свои услуги на новые горизонты. Финансы прекрасны, колесо фортуны, удача, шанс,
существенный заработок, прибыль, возможности, удачное инвестирование, приток ресурсов, выигрыш в лотерею. Ну, то есть тут вам действительно прям удача благоволит. Поэтому не упустите этот шанс. Тем более, смотрите, и работа, и финансы, 2 старших аркана, уже знаковый месяц. Здоровье по рыцарю мечей. Как правило, это у нас карта спазмов, каких-то острых ситуаций. Ну, то есть где-то что-то подвернули, закололо, заболело. Но чаще всего это у нас еще карта травм. Начинает просто где-то упали, ушиб. Но может быть, конечно, не дай бог, вопросы или трещин, или переломов. Для чего озвучиваю информацию эту? Не для того, чтобы вас настроить на негатив, а зная эти моменты, может быть, имеет смысл обратиться к врачу, проверить у вас дефицит кальция. Может быть, нужно принимать какие-то препараты, дабы избежать этой ситуации. Ну и в целом это позволит вам быть более осторожными, более аккуратными. Потому что, когда ты знаешь информацию, ты сам себя предупреждаешь от каких-то неприятных событий. Смотрим вопросы личной жизни. Опять же, здесь все потрясающе. 10 чаш. Это быть в гармонии, в счастье. Это ситуация, когда вас любят, о вас заботятся. Вы востребованы, вами дорожат. И вы ощущаете эту полноту и радость жизни. Посмотрим с вами ситуацию для тех, кто на данном этапе у нас свободен. Что здесь? 10 чаш и 3 чаш. Но здесь однозначно с подачи друзей или знакомых вас с кем-то познакомить, будет пытаться свести. Тем более, что 2 жезлов и 2 мечей даже может быть предоставить вам выбор. Представить несколько кандидатов, из которых вы можете выбирать. Но здесь без внимания точно не останетесь. Для тех же, кто у нас в любовных треугольниках. 10 чаш, 8 жезлов. Это на самом деле как скорость принятия решения. То есть кто-то может создавать новую семью, кому-то переезжать, строить для себя новую ячейку общества. Потому что 8 жезлов – это форсирование событий и ситуация, когда время не ждет. И если вы в стабильном партнерстве. 10 чаш и 2 мечей. Ну, для некоторых из вас это может быть момент, когда вы живете на 2 семьи. Для кого-то текущая семья, семья там, ваших родителей или родителей вашего партнера или партнерши. У кого-то текущая семья и, допустим, семья бывшая, если вас связывают дети, решать какие-то моменты по ним. Но в любом случае такая, знаете, позиция хоть разорвись, все везде решать. Но и любви здесь будет в 2 раза больше, потому что 10 чаш и 2 мечей в вас нуждаются очень большое количество лиц. О вас заботятся, вас любят. Поэтому на самом деле это прекрасно. Совет. Совет по дьяволу. По дьяволу в первую очередь это проработка ваших созависимых ситуаций. Будь то отношения, эмоциональные привязанности, привычки, зависимости там, от наркотических веществ, алкоголя, человека, переедания, у кого-то игромания. То есть борьба с вашими пороками. Это первый момент. Но второй момент – это тонкие манипуляции с вашим окружением. Это, грубо говоря, заставить иных людей плясать под вашу дудку. Потому что дьявол – это тонкий, это умелый манипулятор, который доводит ситуацию до нужного финала. И смотрим с вами неожиданность периода. Что здесь? Так, смотрите. Гроб, кольцо, букет. У кого-то, может быть, после длительного периода застоя или одиночества может идти новое знакомство. Видите, формироваться новый союз. Причем букет, кольцо-букет – это даже может быть предложение руки и сердца. То есть свадьба. Далее, если были ссоры, конфликты, у некоторых может идти восстановление союза и укрепление союза. В целом, если мы посмотрим, это новые договора, новые контракты, которые в какой-то момент, не знаю, вы получили отказ, теперь люди пошли на попятную, пытаются с вами восстановить союз или связь. Потому что дно колоды рыбы. Это касается либо финансовых вопросов, как следствие, вы здесь можете хорошо заработать, или чувств, то есть чувства и эмоции, которые просыпаются и несут вам полноту жизни. Новые союзы, новое партнерство, контракты, возможности, перспективы. Еще гроб, кольцо, букет. Это может быть восстановление или ремонт дорогого вашему сердцу украшения. Или ситуация, когда, допустим,
Какие-то старые украшения вы можете сдать или переплавить, или обменять на что-то для вас более ресурсное, более ценное. Вот в таком ключе идет информация. Закрываем все только в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как по факту для вас прозвучит эта информация, как она отыграется и какие события у вас произойдут. Буду вам признательна за энергообмен, за обратную связь. Благодарю каждого из вас за вашу поддержку и вклад в развитие канала. С вами не прощаюсь. До новых встреч.